Привет, друзья! С вами Ларри. Сегодня очень важная тема, очень серьезная. Будет она полезна тем, кто еще не начал, но планирует начать коллекционировать фигурки, ну и для начинающих коллекционеров. Поэтому не забудьте поставить лайк, а мы начинаем. И сегодня не будет обзора, сегодня будет сравнение. Сравнение оригинала Анзу Ямазаки. У нас был ролик с обзором на эту фигурку, на оригинальную фигурку. И бутлега. Почему я выбрала именно Анзу? Потому что под ее видео больше всего, скажем так, возмущения на тему ее стоимости. Люди пишут, что точно такую же фигурку, точно такого же качества, ну, видимо, они так думают, что это точно такое же качество, можно купить на Алиэкспресс за 900 рублей. Я нашла эту фигурку, она стоит действительно 900 рублей, была бесплатная доставка, и ко мне приехала вот это, вот в таком виде. А как вы думаете, что там осталось от фигурки? Я не знаю, я специально не открывала эту фигурку до того, как начну снимать ролик. Сейчас я при вас ее буду открывать, и я точно могу сказать, что первым отличием вот этого, вот от оригинала, вот от этого, является отсутствие коробки. Ее на ощупь там нет. Но давайте мы это дело откроем. Итак, у нас блистер, как я и сказала, здесь нет коробки, блистер завернутый в пупырку. Первое отличие. Оригинальные фигурки не продаются без коробок. И я бы сравнила коробку, потому что те бутлеги, у которых есть коробка, они тоже отличаются. То есть бутлег можно отличить по некоторым признакам на коробке. Но, к сожалению, здесь даже коробки нет, а я не знала, что мне придет, серьезно. Я не знала, что оно будет вот в таком виде. То есть для меня это сейчас, для самой откровения, ну, вернее, для меня это откровением было еще, когда она пришла ко мне в таком вот виде. Слава богу, оно в пупырке, потому что не будь пупырки, это бы вообще все приехало в не пойми каком... О, господи, боже мой, если я сегодня не начну ругаться матом, это будет хорошо. Видите это? Переходим ко второй части. Блистер. Блистер — это то, что реально отличает оригинал, в том числе оригинал, от подделки. Если вы смотрели ролик с обзором, а те, кто писали про 900 рублей, они наверняка посмотрели ролик на Анзу, вы помните, какой там был классный блистер, он был такой рифленый, очень упругий, понимаете, вот это что-то вообще страшное, я не знаю, давайте я вам это прям крупно покажу, и это невозможно, вы посмотрите на это. Взглянем на блистер поближе. Как вы видите, он сделан из плохого пластика, весь помят и перекособочен. Для наглядности я взяла блистер от одной из оригинальных фигурок, и обратите внимание, что он сделан из хорошего пластика, не деформирован, а замки плотно закрываются, потому что блистер призван защищать фигурку от повреждений во время транспортировки. Бывают исключения у некоторых компаний, которые упаковывают свои фигурки в полиэтиленовые пакеты и коробки. В этом случае оригинальность может быть определена по коробке или по качеству самой фигурки. Это что касается блистера. Давайте откроем и посмотрим, что же в блистере, потому что через блистер, конечно, непонятно, как... хотя нет, понятно. Нет, качество абсолютно стоит своих денег, я вас уверяю. Я вообще вскрою это, нет? Она по периметру, чтобы вы понимали, скотчем просто проклеена, потому что без скотча по периметру фигурка блистер просто не будет держать. В этом и прикол. То есть, видите, он просто не будет держать. Я сейчас разрежу его, и вы увидите это.
Вот, видите, что он не вот эти пазы, вот эти вот, видите, они не держат нифига. Просто нифига не держат. Но она замотана в полиэтиленчик. На этом тоже спасибо. Это вот, ну, как бы... И оружие у нее лежит в отдельном пазу. Отдельный паз они в блистере для него сделали, так же, как и для подставки. Еще одно отличие немаловажное, что в большинстве бутлегов у них даже пазов нормальных не сделано под дополнительные части. Здесь сделали, спасибо. Они оправдывают свои 900 рублей. Подставка. Обратите внимание на несколько моментов. Размер. Оригинальная подставка меньше в диаметре. Аккуратность. Оригинальная подставка сделана из хорошего пластика и имеет матовую текстуру. Бутлежная вся исцарапана и поверхность выглядит непрезентабельно. Элементы крепления для фигурки у оригинальной подставки выполнены из металла и аккуратно. На оригинале всегда есть копирайт на обратной стороне. Идем дальше, фигурка. Чтобы сравнить фигурки, мне пришлось поставить их на подставки. И если оригинал я без усилий и сложностей закрепила на подставку, то вот с бутлегом вышел прокол. Одна нога не попадала в пазы, а если и попадала, то отверстия были меньше, чем крепежные штыри. Зафиксировать фигурку оказалось сложно. Сами отверстия в ступнях сделаны неаккуратно по сравнению с оригиналом. Но за 900 рублей можно и напильником пройтись, правда? Переходим к лицу. У бутлега более-менее сделаны декали глаз, а все остальное и цвет лица розовый, как будто ей самой стыдно за свою неоригинальность. Форма губ, наличие зубов и слипшиеся блестящие, как будто их не мыли неделю, волосы с видимым швом посередине выдают в фигурке подделку. Оригинал всегда будет аккуратным, без заусенцев, швов, плохих проливов и неприятного глянца, если стиль фигурки не подразумевает его. А главное, если у фигурки должна отсоединяться часть тела, об этом будет сообщено в инструкции, или сама часть в блистере будет лежать отдельно. Без особой надобности оригиналом съемные части не делают. А тут, надо же, голова отделяется. У бутлега ее даже не подумали вклеить. Правильно, зачем тратиться на клей? Перейдем к костюму. Покрас у бутлега будет неаккуратным. Вообще с аккуратностью у бутлегов всегда беда. Плохо выполненный градиент, непролитые или не прокрашенные мелкие детали костюма, швы на руках, ногах и туловище, закрасы и наоборот недокрасы в местах стыка элементов, отсутствие матовости или наоборот глянца там, где это необходимо, неправильный тон и яркость цветных элементов. Давайте я оружие посмотрю. Где оно наше тут? Дело в том, что я даже не боюсь их сложить в одно место. Я потом определю, кто из них оригинал. Это же, ну, видно невооруженным взглядом, так же, как и оружие. У оружия хорошо видна разница в проливке. Оригинал имеет четкие черты, в то время как у бутлега все кажется смазанным. Также покрас деталей визуально делает части дешевыми, слишком глянцевый серебристый цвет основы, отсутствие покраса там, где он должен быть, и неаккуратный пролив голубых элементов. Ну что, я надеюсь, я наглядно показала вам, чем отличается Анзу за 900 рублей от Анзу оригинала, который сейчас стоит, конечно, маленьких денег. Обзор на оригинальную Анзу вы можете найти у нас на канале.
Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. От себя могу добавить лишь одно, что Анзу это не самый страшный вариант. Под Fallout народ пишет: что это за говно за 30 тысяч, я видел это за 5 тысяч, у него такой же костюм был, я видел на Алике. Покупайте, только вы его не соберете. Слушайте, в костюме за 30 тысяч было сложно броню собрать, потому что там очень много мелких деталей. А уж в аликовском варианте, это, я думаю, что вы просто психанете через 20 минут и выкинете это дело в окно. Я на самом деле не знаю, что делать с бутлегом, потому что мне он точно не нужен. Мне для вас было не жалко потратить на нее 900 рублей. Поэтому, я не знаю, пишите в комментариях, что с ней сделать. Если торжественно уничтожить, я сниму отдельное видео с тем, как я ее торжественно уничтожаю. Если, я не знаю, кто себе такое в коллекцию, она реально не стоит, то есть она к подставке очень хреново крепится, то есть она у вас рухнет через какое-то время, а еще течь начнет. Если вам нужно химическое оружие дома, то я готова его разыграть, там, например, где-нибудь ВКонтакте или в Инстаграме, устроить какой-нибудь творческий конкурс за вот эту девочку. Но смотрите сами, вы видели, что это, как это, и если вам нужно такое счастье на полке, пишите, давайте. Я с удовольствием ее отдам, отправлю в том же блистере, то есть я его даже сохраню, отправлю вам в том же блистере это дело. Но мне очень хочется ее уничтожить, очень красиво, знаете, пафосно под музыку, чтобы дать понять, как мы не любим бутлеги. Да, Анзу не самое страшное из всего, что могло попасться, но это 900 рублей. Я надеюсь, вы, господи, все. Че, прощаться надо, а то мне уже мозг поплыл, у меня пукан подгорает, мне надо пойти его остудить. Я здесь ролик был познавательным, веселым? Нет. Блин, она вся разваливается, серьезно. Все, ладно, пойду ее положу обратно в блистер, спрячу подальше с глаз долой, сердце вон. Всех целую, обнимаю, до новых встреч и не покупайте бутлеги.